Всем привет! Вы на канале Рафия Стайл, с вами Катя Терельсон, и сегодня мы продолжим с вами подготовку к Новому году по восточному календарю и продолжим вязать символ этого года, а именно лошадку из рафии. И не одну, а целых две. Видите, они у меня разные, и я в мастер-классе показываю, как связать разные лошадки по одним и тем же расчетам. Пока они у меня висят на елочке, ну а после праздников я повешу их в качестве обвеса на сумочку, одну подарю. В первой части мы уже связали лошадке голову, шею, туловище, и во второй части видеоурока мы с вами свяжем ножки, все мелкие детали и сделаем лошадке необходимый декор. Первая часть мастер-класса уже на канале, сейчас ссылочка появится где-то здесь, либо вот здесь. Переходите, начинайте вязать. Ну а с теми, кто уже видел первую часть мастер-класса, кто уже начал вязать эту игрушку, я предлагаю продолжить. Итак, следующий этап в вязании лошадок – это вывязывание ножек. Для этого нам нужно поделить вот эту часть полотна на две части и посередине оставить с двух сторон одинаковое количество петель для соединения тела лошадки между ножками. Как мы вяжем первую ножку? Снимаем маркер, провязываем 2 столбика без накида. Напоминаю, что у нас провязано в последнем ряду тела лошадки 26 столбиков. Мы вяжем первый столбик и второй столбик. И теперь отсчитываем в обратную сторону, начиная с самого первого столбика, 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 10 столбик мы вешаем маркер. Сейчас его повесим, потом уже снимем. То есть у нас ножка лошадки одна и вторая будет состоять из 10 столбиков. То есть это у нас будет одна ножка. Здесь у нас будет вторая ножка вязаться отдельно из 10 столбиков, да? И посередине между ножками у нас будет по 1, 2, 3 и 1, 2, 3 столбика без накида, которые мы затем, после того, как свяжем ножки, соединим между собой, эти столбики. Итак, что мы теперь делаем? У нас, запоминаем, да, ряд заканчивается вот здесь. То есть мы фактически уже первой ножке провязали 2 столбика. И чтобы не запутаться, да, и не забыть, мы в этом месте можем повесить маркер вот здесь. Так, чтобы нам понимать, что у нас вот с этой стороны, да, перед 2 столбиками заканчивается фактически ряд, и ряд ножки начинается вот здесь, с этой петельки. Далее вставляем крючок в петлю, поворачиваем вот таким вот образом лошадку, и первый столбик на этой стороне мы вяжем там, где мы вставили маркер. То есть вот сюда. Я опять-таки вяжу в раскол. То есть вот я сюда под вершинку и под перемычку вставляю крючок и вяжу первый столбик на этой стороне. Таким вот образом должно соединиться у нас 2 стороны лошадки. И далее мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 'Порвалась рафия немножко. 6, 7 столбиков. То есть мы после того, как перешли на вязание с этой стороны, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 столбиков. 8 столбиков и 2, вот они. То есть это мы закончили вязать первый ряд ножки из 10 столбиков. И далее мы по спирали вяжем еще 3 таких ряда. То есть провяжем 2 столбика, затем перейдем сюда, довяжем опять до конца ряда. И так мы связать должны еще таких 3 ряда. 1 и плюс еще 3. Я свяжу сейчас эти ряды за кадром. Да, то есть покажу вам еще раз. Под камеру пару столбиков. Раз. Два. Так, у меня маркер слетел, но ничего страшного, я, в принципе, могу их и не цеплять, потому что я по рисунку понимаю, что я делаю. Да, сразу переходим на следующую сторону. Вяжем 3. То есть таким образом по кругу 4 ряда. И затем будем уже делать убавки и заканчивать вязание ножки. Вот так, провязали 4 ряда ножки. Да, это у нас передняя ножка получается. Закончили 4 ряд за 2 столбика, да, до конца на этой стороне. И теперь мы делаем убавки. То есть убавки мы делаем по такому же принципу, как мы делали убавки на вот здесь на голове. Так, где голова? Вот, на голове, да. То есть опять-таки, поскольку я вяжу столбики в раскол, я, соответственно, и продолжу вязать их в раскол. У меня провязано 10 столбиков, и далее я буду вязать следующим образом. Мне в следующем ряду нужно провязать 4 убавки и 2 столбика без убавок. То есть я начинаю ряд с убавки, да, то есть, как я уже сказала, я буду вязать убавку тоже в раскол. Раз, два. Связала первую убавку. Далее я вяжу столбик без убавки. Затем опять вяжу в раскол. Раз петелька, 2 петелька. Убавка. Так, широкая получилась у меня тут вершинка. Сейчас перевяжу. Наша задача не растягивать эти вершинки. Вязать максимально аккуратно. Раз. Так, 2. Так, забыла сказать, что на этом этапе, прежде чем сделать убавку и закрыть ножку, нам нужно наполнить эту лошадку каким-то наполнителем. Так, я беру свои остатки рафии, которые у меня тут есть, и запихиваю их прямо в ножку. Неважно какого цвета. У меня лошадка непрозрачная, дырочек нет, поэтому эти все разноцветные ниточки внутри будут не видны. Так, все, наполнила ножку. Главное, чтобы нам теперь эти хвостики не мешали вязать. Так, провязала убавка, столбик, убавка. Далее вяжем опять обычный столбик. Опять-таки в раскол, но не в раскол. Теперь мы вяжем убавку. Раз. Два. Убавка. И в конце ряда мы вяжем 1 столбик без убавки.
И заканчиваем ряд убавкой. То есть мы заканчиваем ряд, связав одну петельку как бы в этом ряду, да, ножки, и захватим вторую петельку, свяжем уже как бы захватывая следующий ряд. То есть эти два столбика, это у нас получается это начало ряда, это конец ряда. То есть мы убавку последнюю сделаем, переходя как бы на следующий ряд. То есть как будто мы вяжем следующий столбик, первый столбик в следующем ряду. Вот так. Все. И закончим вязать ножку уже убавкой на другой стороне ножки. В раскол. Раз и два. Все. Сильно петельки последние не вытягиваем. Делаем их маленькими, да, чтобы как бы сравнять высоту ножки. Все. Теперь мы вытаскиваем ниточку через вершинку, хвостик. У нас должно получиться 5 вершинок. Раз, два, три, 4, 5. И теперь закрываем так же, как я показывала на голове. Раз, два, три. То есть под вершинки столбиков последнего ряда. Так, это у нас 4 и 5. Я уже запуталась. И 5. То есть мы должны 5 раз сделать таким вот образом, протянуть ниточку по 5 вершинок. Все, затянули аккуратно хвостик, и теперь нам этот же хвостик нужно заправить вот сюда же в центр, в эту дырочку. Мы можем взять на этом этапе иголку, то есть продели нитку в иголку и прям иголочкой вывели ниточку куда-нибудь сюда, условно где-нибудь, не знаю, неважно куда, мы все равно сейчас заправим ее. То есть подтянули тут все и запихали эту ниточку вовнутрь пинцетом. Вот так, все. Ножку мы связали одну. Можете ее сильно не уплотнять внутри, да, каким-то уплотнителем, точнее наполнителем. Можете оставить эту лошадку достаточно мягкой. В целом рафия и так прекрасно держит форму. Ну, а вообще, если есть желание, можно для прочности, если вы собираетесь носить лошадку в качестве обвеса на сумочку, чтобы она, рафия, не отрепывалась, желательно ее потом сверху еще пропитать раствором клея ПВА пополам с водой. И тогда лошадка и не деформируется. Все. Одна ножка готова. И теперь вяжем вторую ножку. Отступаем от этой ножки 1, 2, 3 столбика. И в 4 столбик вяжем опять-таки в раскол, если вы вяжете в раскол, первую петельку. Провязали, вытянули петельку, провязали, хвостик подтянули. Теперь сюда же вяжем первый столбик без накида.
Это все подтягиваем. И вяжем еще 9 столбиков. На эту сторону переходим. Хвостик этот прячем внутри полотна между столбиками, и затем его там внутри лошадки и оставим. Провязываем 10 столбик. Контролируем, чтобы у нас между ножками, да, оставалось 1, 2, 3 столбика без накида на этой стороне. И таким образом мы провязали первый ряд ножки задней. Теперь мы вяжем по кругу, опять-таки по спирали, сразу второй ряд, да, 1, 2, так, вершинка, перемычка, вершинка, перемычка. То есть здесь у нас попроще будет. Здесь у нас начало ряда на стыке сторон, скажем так. То есть отсюда мы начинаем вязать каждый следующий ряд с одной стороны. То есть сейчас довязываем второй, далее вяжем 3, 4 и затем уже соединим в 5 ряду, переходя на 6, уже сузим ножку и наполним ее предварительно наполнителем. Я сейчас провяжу еще 3 ряда без прибавок и убавок за кадром, и затем еще раз покажу, как заканчивать ножку. Вот так я провязала 4 ряда второй ножки, уже отпарила полностью, да, уже хорошо все, да, наполнила хорошо лошадку внутри со стороны брюшка и со стороны второй ножки. И теперь закрываем, заканчиваем вязание. То есть опять мы вяжем, начинаем вязать 5 ряд с убавки. 1 петелька, 2 петелька, провязываем убавку, затем вяжем столбик обычный без убавки, затем опять вяжем убавку, 1 петелька. В раскол уже не очень удобно, но надо постараться. 2 петелька, да, убавку провязали. Далее опять обычный столбик. Далее опять убавка. 1 петелька. 2 петелька, убавка, обычный столбик, далее заканчиваем 5 ряд, переходим сразу убавкой на 6 ряд, как бы, да, точно так же, как мы заканчивали вязать первую ножку. 1 петелька и заканчиваем убавкой, вставляя крючок под петельки и под перемычки первой самой убавки 5 ряда. Делаю убавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас теперь петелек в ряду, да, получилось 6 вершинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем еще одну убавку, сокращая количество петелек в ряду до 5. Опять 1 петелька и 2 петелька. Провязали еще последнюю убавку. Все, опять теперь достаем, обрезаем ниточку
Достаем из верхней петельки, пересчитываем 1, 2, 3, 4, 5 вершинок у нас получается, и опять через 5 вершинок затягиваем ниточку эту, затягиваем это колечко аккуратно. Три, 4 и 5 вершинка. Все, затянули, все подтянули, и теперь ниточку затягиваем. Все. Теперь опять можно кончик ниточки вдеть в иголочку и протягиваем эту иголочку где-нибудь. Все. И все ниточки опять запихиваем в брюшко вовнутрь лошадки. Так это мой отпариватель пищит. Все хорошо, еще раз отпариваем. Даем форму необходимую, наполняем лошадку любым наполнителем, который вы выбрали, да, на ту плотность, которую вам нравится. И далее будет соединить здесь вот это брюшко наше. Так, все, я лошадку наполнила так, как мне нужно было, и теперь мы будем соединять брюшко. Как мы будем это делать? Находим по одной из ножек, да, вот эти вот внутренние столбики. Вот у нас он первый, и вот у нас он второй. И за полупетли с одной стороны ножки и с другой стороны ножки, то есть за полупетли крайних столбиков, протягиваем отрезок ниточки, да, той, которую мы вязали. То есть мы отрезали от моточка, да, теперь будем соединять. И теперь мы берем, вставляем крючок с одной стороны под вершинку столбика и вытягиваем с противоположной стороны ниточку. Раз. И делаем то же самое с этой стороны. Вставляем крючок под первый столбик, под вершинку, и ниточку с противоположной стороны вытягиваем. Вот так должно получиться. Теперь опять вставляем крючок с одной стороны и с противоположной вытаскиваем ниточку. То есть мы делаем, по сути, шнуровку, да? Кто умеет шнуровать кроссовки, тот понимает, что я сейчас делаю. Опять крючок вставляем уже с другой стороны, да, под следующую вершинку столбика. И ниточку с другой стороны вытягиваем на это. Далее продолжаем. Так, у нас остался третий столбик, да, третья вершинка между ножками с одной стороны и с другой стороны. И теперь мы ниточку эту вденем под полупетлю столбика, да, с одной стороны ножки. То есть мы уже вдеваем с внутренней стороны, с внешней стороны на внутреннюю. Да, видно вам, да? Так, вот таким вот образом. Раз. И эту ниточку заводим сюда, хвостик, и с внутренней стороны захватываем полупетельки, да, крайнего столбика нашего первого ряда ножки. И вот так вот делаем. Таким вот образом. Мы можем это все хорошо еще раз тут затянуть. И между собой
завязать эти два хвостика. Завязываем. Можно еще раз, чтобы уже наверняка. И вместе с этим узелком эти два хвостика заправляем с помощью пинцета внутрь лошадки. Аккуратно. То есть просто прячем эти две ниточки внутри ножки. То есть, собственно, вот так. Все. Наша лошадка практически готова. Далее мы вяжем лошадке хвостик и ушки. Для хвостика мы меряем ниточку небольшого размера, складываем ее вдвое, цепляем крючок где-то вот здесь, скажем, да, по центру, и вытаскиваем в эту дырочку ниточку. Подтягиваем и вяжем, скажем, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Ну, даже можно, наверное, 5-ю сделать, чтобы хвостик был подлиннее. Все, вытащили кончик ниточки, подтянули. Таким образом получили вот такой вот хвостик. Эту ниточку мы опять-таки тут подтягиваем. Этот хвостик мы можем продеть вот таким вот образом. И запихать этот хвостик вовнутрь лошадки. Так. Все. Здесь мы отрезаем необходимую длину, скажем, вот так. И можно сюда еще заправить еще пару ниточек, чтобы был пышный хвостик, как вот я здесь сделала. Я пока оставлю как есть, сделаю ушки. Ушки мы вяжем где-то на 7 ряду головки. То есть вот здесь мы делали прибавки, да, в этом 8 ряду. Где-то вот в этих местах надо это зеркально или симметрично сделать ушки. Вот так я крючок дену. Так. Забираю петельку сюда и провязываю воздушную петлю. Провязала. Далее делаю накид на крючок и рядышком, скажем, за вот эти 2 петельки, 1, 2, провязываю полустолбик с одним накидом. И сюда же вяжу еще столбик с одним накидом. И опять полустолбик с одним накидом. То есть 3 петли провязываем вместе. И где-то рядышком смотрим так, чтобы у нас ушко не заворачивалось. Точнее, заворачивалось ровно. Нам где-то сюда нужно провязать соединительный столбик. Вот так, скажем. Так, вот тут. Так. Все. У нас такое ушко получилось. То есть маленькой лошадке я вязала ушко следующим образом. Соединительный столбик, полустолбик с накидом, посередине столбик с одним накидом, далее опять полустолбик с накидом и опять соединительный столбик. Для большой лошадки я провязывала посередине 2 столбика с одним накидом. Так, ниточку оторвали. И теперь мы прячем хвостик. Таким вот образом. Все, подтянули и опять хвостики все вовнутрь запихали. Все дырочки поправили. И это тоже хвостик. Сделать сначала вот так. Где-то внутри полотна сначала спрятать между столбиками. Потом уже заправить. Все. Одно ушко готово. Теперь вяжем второе. Где-то вот здесь я, наверное, начну. Параллельно вот этой части ушка.
где-то вот так, наверное. Так. Воздушную петлю провязали. Накид на крючок. И где-то вот сюда, за вот эти 2 петельки, вяжем полустолбик с накидом. То есть провязываем 3 петельки на крючке. Затем за эти же петельки столбик с одним накидом. И сюда же опять полустолбик с накидом. Все провязали, и где-то сюда вяжем соединительный столбик. Все. Провязали. Получили второе ушко. Отрезаем и прячем ниточки. То есть все у меня, в принципе, ушки одинаково, симметричны относительно центра головы лошадки. Плюс-минус. Так, все, теперь мы делаем гриву лошадки. Можно сделать такую гриву, да. То есть просто отрезать несколько отрезков ниточек, да, и отдельно каждый завязать тут узелком. У меня здесь где-то 17 узелков, то есть 17 отрезков ниточек. Просто по центру, да, гривы, по центру головы, по центру шеи берете маленький отрезок, сворачиваете пополам. Я думаю, все это умеют делать, но я в любом случае покажу на всякий случай. И где-то за центральные петельки протягиваете вот таким вот образом петельку, и в эту петельку продеваете вот эти 2 хвостика, и вот таким вот образом получается делать гриву. Таких вот отрезков необходимо, ну, на ваше усмотрение, так чтобы была она погуще, чтобы со всех сторон смотрелась аккуратнее. Это если вы хотите сделать такую гриву. Челку я делала по такой же схеме похожей, только я брала несколько отрезков, там 4-5, отрезаете здесь ниточку, и затем этот отрезок, вот эти все 4 нитки где-то между ушками вот так протягиваете. Затем завязываете на узелок вот эти ниточки между собой, да. Я не буду завязывать, потому что я не буду делать эту челку этой лошадки. Все, завязываете узелок, и опять-таки хвостики обрезаете, отпариваете, получается челка у лошадки. Надеюсь, понятно. Я своей лошадке буду делать такую гриву. Как я делаю такую гриву? Беру рафию прямо из мотка. У меня это рафия овсянка, ну, то есть это обычная солома без блеска. Решила, что у меня будет лошадка-блондинка. И наматываю вот таким вот образом, отмеряю несколько отрезков одинаковых. Так, тут у меня, наверное, штук 15, наверное, таких отрезков. Теперь просто делаем вот таким вот образом. То есть просто делаем одинаковые ниточки, одинаковые кусочки. И теперь берем крючок и прям с центра затылка сверху просто вдеваем эти ниточки таким вот образом и просто завязываем их. Я их завязываю просто на один узелок. Здесь можно тут еще одну такую завязать. Я пробовала по 2 ниточки, но мне не понравилось. Ну, то есть, чтобы было быстрее. Получается слишком толщина узелка большая. Так. В общем, просто завязываем такие узлы.
И затем можно будет из этих ниточек сплести лошадки косички. Сделаю все это за кадром и покажу, что у меня получилось. Ну, в общем, вот такая вот лошадка у меня получилась, вот с такой вот гривой. Видите, на этой лошадке я гриву не заплетала, но я решила, что поскольку у нас лошадка будет на сумочке болтаться, чтобы не оттрепывалась рафия, я решила заплести ее в косички. У меня получилось здесь завязать 18 отрезков, и потом по 3 кусочка, по 3 ниточки я брала и вплетала в косички. У меня получилось 6 косичек с одной стороны и 6 косичек с другой стороны. Хвостик я тоже вдела еще такую же ниточку такого же цвета для пышности. Теперь будем вязать вот эту штуку, как она называется, уздечка. Отрезаем небольшой кусочек ниточки черного цвета у меня, скажем, сантиметров 50, больше не надо. В начале вязания перед цепочкой из воздушных петель оставляем вот такой кусочек сантиметров 10 и вяжем цепочку. Хорошо затягиваем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подтягиваем 11 и примеряем на лошадку. То есть наша задача связать такое вот кольцо. То есть мне еще сюда нужно пару петелек. Раз, два. Так, еще можно 2 связать. Раз и 2. Теперь отпариваем, подтягиваем эту косичку и завязываем вокруг мордочки. Отпарили, вытягиваем и затягиваем. Все. И теперь мы ее завязываем вокруг мордашки. Можем просто сначала завязать. Да. Таким образом. То есть узелок к узелку. Все, вот так завязали. Теперь надеваем это все дело на мордашку. Так. Теперь у нас одна ниточка пойдет вот сюда на голову, да, мы тут ее спрячем. А вторая ниточка у нас пойдет вот так, сделаем через носик лошадки, проденем, так протянем и с этой стороны завяжем. Знаете, в целом можно отправить, собственно, здесь кончик рафии в иголку. Можете сделать с помощью крючка, но мне так удобнее. Так, все вдела. Теперь здесь с помощью ниточки можно сделать, с помощью иголки можно сделать, скажем так, вот такой узелок. Оп. Все, сделали узелок. И теперь эту ниточку можно вдеть где-нибудь здесь, в затылке, где-нибудь здесь, на вот этом уровне. Все. Вытаскиваем на эту сторону лошадки. И заправляем где-нибудь опять-таки внутри полотна. Удобными ногтями тут с этой иголкой. Все. Спрятали. Опять можно потом отрезать, либо же ниточку заправить. И с этой стороны делаем то же самое. Где-нибудь вот в этом месте заправляем.
обратную сторону вытягиваем. И опять где-нибудь прячем внутри полотна. Все, теперь с помощью пинцета опять все это дело запихиваем вовнутрь. Незаменимая вещь этот пинцет с тоненькими именно такими щипцами. Так, у меня тут и так уже плотная лошадка, поэтому я не буду длинный кусок нитки туда пихать. Ну и, собственно, все. Эта лошадка у меня и так пятнистая, в яблоках, скажем, что ли. И я не буду делать ей дополнительный декор. Вы можете сделать дополнительно вышивку. Просто здесь 2 стежка, сердечко раз, внутри иголку продели. И в другом месте вывели и сделали еще в нескольких местах необходимую вышивку. Я не буду тут уже показывать, как я тут досконально это делала, потому что так уже мастер-класс больше, чем на час получился. Сейчас будем клеить лошадки стразики вместо на место глазок. Можете также глазки пришить, не знаю, связать, вышить, как угодно. Для работы я использую клей-пистолет, силиконовый клей. Он у нас нагревается, и как только он нагревается, мы его из розетки достаем, иначе клей потечет. Затем берем стразик, опять-таки в пинцет. Опа, раз. И сразу где-то, словно вот здесь, клеим глазик первый. Убираем сразу клей пинцетом лишний. Опять берем глазик пинцетом. И симметрично, пока клей горячий, сразу клеим с этой стороны. Плотно все приклеили. И лишний клей можно сразу убрать, пока он горячий. Все. Теперь отпариваем еще раз хорошо гриву. Только стараемся сделать так, чтобы у нас тут на горячем пару не отклеились глазки. Все. Можно еще сюда какую-нибудь бусинку сделать, потому что лошадка все-таки у нас девочка. Можно что-то сюда приклеить еще здесь вместо челки. Какой-нибудь бантик, например, или какую-нибудь стразинку или бусинку. У меня тут пока клей горячий. Сейчас приклею бусинку ей на лоб красивую. Тут где-нибудь вот так. Все. Корона будет у нее такая. Красота, красота. Клей убираем лишний. Все. У нас красивая лошадка получилась. Ну, собственно, вот и все. Все мои 3 лошадки готовы. Они, видите, получились абсолютно все 3 разные. Несмотря на одни и те же расчеты, видите, стоит поменять цвет рафии, немножко поиграться с декором, и получаются абсолютно разные игрушки. Надеюсь, мастер-класс вам понравился, вам было все понятно, и у вас получились ваши милые лошадки. Оставляйте ваши эмоции и комментарии под этим видео. Еще раз всем спасибо за внимание и до новых встреч!